Приветики! С вами Лис, и мы продолжаем играть в Город Холливуд. Так что приятного тебе аппетита, приятнейшего просмотра и надевай наушники. Начинаем. Так, про лайкосик ты не забыл? Надеюсь, что не забыл. Спасибо тебе огромное. Так, поехали. Поехали слушать анекдотики эти наши. Здравствуйте, секретарь. 8? Ошибочка. Вы, наверное, перепутали меня с моим братом, секретарем 8 или секретарем 24. Простите, все время путаюсь. Вас все же трое, да? Ну, смотрите, трое из нас работают только в воде. То есть кто-то, кто не работает? Да. Лучше спросить об этом секретаря 8. Он все это помнит гораздо лучше. Помнит? Звучит серьезно. Неважно, я при исполнении. Добро пожаловать в аркады Агоры. Не хотите ли поучаствовать в ежемесячной лотерее от корпорации «Только вода»? Почему бы нет? Погодите, а это бесплатно? Разумеется. Это лотерея для граждан Федоры, символ щедрости корпорации «Только вода». Так. Какие призы? Список благ обширен, настоящее изобилие приятных призов. Полный список вы можете прочитать на публичном форуме корпорации «Только вода». Ладно, я готов. Кручу барабанная дробь и... Похоже, в этот раз вам не повезло, но такова жизнь. Попробуйте снова в следующем месяце. Знакомая ситуация. Так, поговорить с секретарем 8. Где мне этого, секретаря искать? Я не знаю. Фига себе. Так, слушай, тут очень много всего. Нам надо куда вообще? Список дел. Сообщение для Сайруса. Пройти на поиски синего камня. Магазин Томми в аркадах горы. Ага, тут какое-то еще сообщение. От Джона. Да, двойная черная алмазная акция Слипи началась. Только сегодня. Не проспите запуск новой эксклюзивной кампании Слипи. Бегите в магазин Слипи сейчас. Ох уж это реклама. Ох уж это реклама. Интересно, куда нам надо здесь пойти? Эй, Зим, что думаешь про это объявление? Звучит здорово, Алан. Привет, Томми. Ты случайно собираешься возвращаться в магазин? В смысле, мне зайти попозже? Да нет, чего тебе? Просто нам с профессором нужны кое-какие морские камни. Ну, древние камни, из фильтров. Они ведь из фильтров, ну, я и подумал, что у тебя могут быть такие. Тихо, ни слова про Фрэнки фильтра. Ты же знаешь, весь мой ассортимент получен или найден законным путем. Правда? Да, конечно, потому я и... Чтобы законным путем приобрести один из твоих товаров, если они, конечно, есть. Значит так, слушай сюда, подтяжки. Я закрыл лавочку не просто так. Прости. Я не хотел называть тебя подтяжками. Может, мне все-таки прийти в другой раз? Все нормально, я просто жалею себя. У меня такое ощущение, что моя любимая жена, мой ангел, меня больше не любит. Ну вот опять, я снова слишком откровенен. Томми, хватит откровенничать. Слушай, парень, от меня сегодня в любом случае проку мало. Ну, если ты уверен... Да, ты застал меня в неудачный момент. Вот и все. Она столько времени проводит с этой прекрасной глыбой мрамора. Ну, парнем в шелковом халате и с кудрявыми до плеч. Знаем мы такого. Пойти на поиски... Ага, завершено. Заглянуть к Бригитте. Бригитте, это женщина? Скорее всего. Давайте здесь пока по магазинчикам походим. Что здесь интересного есть?
Та-ра-та-та. Ты выполни огня, и вы можете сохранить его своими запатентованными толстостойкими материалами. В этом и заключается преимущество Слипи. Если вы посмотрите эту развлекательную инфорекламу... Гарольд, мой любимый разнорабочий. Погодите, может быть, вас заинтересует. Неважно. Привет, как бизнес идет? Ты ведь у нас на всех руках мастер. Ты снял новую рекламу, мне нужно твое мнение. Я считаю, она прекрасна, но может быть получилось слишком концептуально? Я не очень в этом разбираюсь. Глупости, просто посмотри. Ну давай глянем. Я хотел почитать книгу в комфорте у себя дома, но комфорта я не нашел. Здесь слишком жарко. Да удастся ли мне когда-нибудь снова почитать сказки детям или насладиться приключениями четверки с Федоры? Конечно же, да. С моей запатентованной и протестированной системой кондиционирования вашему уму, телу и книгам никогда не будет грозить перегрев. Система кондиционирования Слипи официально не поддерживает создателем четверки с Федоры. И иногда я никак не могу найти уют. Как мне заботиться о своей семье с холодными руками? Моя семья рассчитывает на меня. Что же мне делать? Просто укутайтесь в нашу куртку с тройной изоляцией и подходящее термобелье. Как говорится, горячие руки и горячее сердце. Слипи — это наследие. Уже много поколений моей семьи поддерживаются традиции зимнего спорта. В течение всей истории нашего корабля слипмайеры обеспечивали всех от мала до велика. Теплом и уютом в погоне за великими открытиями. Слипи — это гражданская ответственность. Слипмайеры были в числе самых щедрых спонсоров проекта Федора-1. Они щедро делились опытом в области теплоизолирующих технологий и целыми состояниями, чтобы обеспечить человечество теплом и уютом среди звезд. Помните, вы заслуживаете жить и работать при комфортной температуре. 200 лет непревзойденного совершенства. Вы можете не сомневаться. Погода сегодня Слипи. Избегайте от холода к Слипи. Теплозащита от Слипи. Не вспотейте даже в аду. Уф. Ну-ка, как тебе? Всё нормально? Это было хитро, прямо как это я... Что я только что посмотрел? Пожалуйста, отпусти меня. Это было хитро. Ну, это было так много всего, и... Отлично, рад, что ты согласен. Эй, раз уж ты здесь, я как раз ухожу. Подожди, ты не можешь уйти, не попробовав мою новую трубу. Это новейшее изобретение, основанное на моей системе кондиционирования, я назвал его «Заморозь». Это мне точно нужно? Как здорово, что ты спросил. Она сочетает в себе идеальные атмосферные условия с лыжной симуляцией, чтобы самые воссоздать самые реалистичные лыжные впечатления. Звучит очень топ. Я и на лыжах? Есть ошибки в тестах. Ну, я не умею, глупости, я уверен, у тебя талант. Давай-ка тебя пристегнем здесь. Там ошибки были, короче, в тексте. Типа самый-самый там повторялась какая-то фигня, короче, с того. Так что вы хотите от меня? Опа-на, оп, 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 оп. Так, прекрасно. Гарольд, прямо унесло, да, тебя?
Первый блин комом, а второй снежным комом. Слиппи зовут меня, лыжи слипаются у тебя. Ага, что-то типа того. Мне правда пора. Да-да, но хочу тебе напомнить, что у нас сейчас проходит щедрая акция «Приведи друга». Если тебе интересно, за каждого покупателя ты получишь... Мне пора бежать. Ладно, Гарольд, лыжню. Что, одну лыжню я получу, если приведу друга? Слушай, приведи друга и получи одну лыжню. Если приведешь два друга, получишь еще лыжню, и тогда у тебя будет пара лыж. Вот это круто. Секунду. Все нормально, за Милки присматриваю, что у него там творится. Так, ну это было бомбически, слушай. У него хорошая гимнастика, мне прям понравилось. Он очень гибкий, хорошо двигается, походу он на опыте. Часто бывает в каких-то клубах, я уверена. Это что такое? О, привет, Рафи. О, Гарольд. Все в порядке? Труба до школы социального района не работает. Логично. Вот досада. Ой, это не самое досадное, правда? Дети. Повсюду. Все время нет школы, нет покоя. Они тут тусуются, занимают все место и играют на всех аркадах. Какой кошмар, но разве это место не для этого и сделано? Понимаем. Удачи. Окей. Я смотрю, тут самые умные, логичные люди. Пошли отсюда. Что у нас по заданию, чтобы как бы не провалить планы? Так, Бри. Загляните к Бригитте. Бригитте. Томми отказывается открывать магазин за проблем в отношениях с Бригиттой. Может быть, ночью... с ее женой поговорить. И Сайрус. Сайрус... Энергетический район. Сайрус. Блин, Сайрус... По-моему, Сайрус это тогда, у кого мы взяли корм. Для труп. Ну, или для рыбы. А там уж не знаю. Жаль, что мы бегать не умеем. Жаль, что мы не умеем реально бегать. Подожди, я случайно. Так. О, давай с ним поговорим, и мы, в принципе, здесь со всеми поговорили. Здравствуйте. Привет, милок, добро пожаловать в рыба-рыба-рыба. Попробуйте нашу фермерскую федерскую рыбу или рыбу дня, пойманную в океане. А какая сегодня рыба дня? Сегодня у нас большой пятнистый супергруппер. Это звучит вкусно, просто из любопытства. Это местная рыба? Трудно сказать, милок. Понимаешь, некоторые наши рыбы попали в океан после кораблекрушения. И, возможно, они тут прижились или даже скрестились с местными рыбами. Но мы можем гарантировать вам знакомый и любимый вкус свежего супергруппера. Хорошо. Бабуль? Ты бабуль? Нет, ладно, пошли отсюда. Да. Нам здесь больше делать нечего, мы можем уходить. Нам надо идти к Бригитте, это значит, нам надо на свой этаж, лабораторию. Возможно, мы там найдем Бригитту. Хотя я без понятия, где мы найдем эту Бригитту. Но Сайруса мы точно найдем в лаборатории. Сайрус на нижних этажах. Сколько я помню. Блин, ну это Бригитта, где ее реально искать? Бригитта... Ага. В энергетический район и узнать, не могу ли я чем-нибудь... Энергетический район. Поехали в энергетический район. Давай быстрее. Давай, быстрее ходи. Вот у тебя ж пластика просто совершенная. Ты там так двигался, как будто на танцполе, на шесте. Просто потрясающе. Профессор Мора сообщение прислал. Пожалуйста, выберите категорию списка выше. Так, кто-то нарисовал граффити на стене. Выглядит ужасно. Сотри его, пожалуйста. Задание стереть граффити.
Вот. В лаборатории. Хорошо. В лаборатории. Но сначала мне надо в энергетический район, потом уже в лабораторию. Так, лифт. Дай я зайду в лифт какой-нибудь. Ага, походу в этот топ. Войди ты в дверь, ёпт. Энергетический район. Поехали. Вы прибыли. Не пытайтесь попробовать дезинфекцию на вкус. Обработка начнет через 3. Приветствуем. Пожалуйста, пройдите легкую дезинфекцию. Походу, я прошла. Да. Спасибо. Спасибо. Мне хватило. О, Бригит. О. Слушай, а он правильно думает. Я бы тоже ревновала к такому-то красавчику. Ну, слушай, да. Как бы в шелковом халате, блондин, накачанный, высокий. Уф. Это же Бригитта и Крис. Что они там делают? Ничего не слышно, может, у меня получится прочесть по губам? Похоже, Бригитта сильно взволнована. Кажется, она говорит... Это недопустимо, Томми. Догадается. Просто. Оно того не стоит. Мы придумаем историю. И Крис отвечает, ну-ка... Ради этого. Может, ты и прав. Может и так, но это может плохо кончиться. Надо вернуться, пока кто-нибудь не заметил. Загадочно. Не надо было пропускать уроки чтения по губам. У них и такие уроки были. Офигеть. Встретиться с Томми. Блин, а как мне встретиться? О, привет, Сай, как делишки? Тяжело, Гарольд. У каждой детали свои детали, и все это просто какая-то филигрань. Кстати, хорошо, что ты пришел. Да, чем тебе помочь? У меня тут проблемы с 3D принтером. О, у вас такой есть? Везде получаются пробелы. Может я посмотрю? Да, пожалуйста. Надеюсь, техника у тебя отношения лучше, чем с девушками. Да, и я тоже. Ладно, посмотрим, получится ли у тебя с помощью отвертки вернуть принтеру его третье измерение. А у нас вообще были девушки? Наши главные герои. Ё-моё. Ой, ну давай отверткой потыкаем хотя бы принтер. Если девушки. Сперва тебе нужно открутить эти винтики, чтобы убрать переднюю панель. О, нормально. Так, ну слушай, крутить нам придется много. Вообще, он говорит, что нам здесь надо делать. Может, он сам как бы поработает с этим? Слушай, я даже не знаю, что здесь надо это все открутить, мне это сказали. Как будто бы, ну, не мне это надо делать, а ему. Офигеть. Зачем так много? Нельзя было просто единое полотно зафигачить? Реально. Нельзя было просто реально единое полотно зафигачить? О, сейчас что-то бомбанет. Ого. Слушай, мы сейчас, походу, научимся чинить 3D принтер. Мы уже просто мастера на все руки, уже не просто хаус-флиппер. Что-то происходит, продолжай. Да я просто откручиваю. О, я думаю, ты почти попал. Куда я попала? Здравствуйте, девушка, куда я тут могу почти попасть? Видишь это отверстие?
Какое из? Гарольд, прости, я не смог удержаться. Ай, больно. Сай, принтер вообще был сломан? Может быть, может быть. Если тебя это утешит, я сам напоролся на эту штуку. Почему ты просто ее не починил? И упустил бы такое развлечение. Странное у тебя развлечение. Забавно. Сани тоже всегда так говорит. Но твои развлечения тоже не подошли, а? Вот это было обидно. Кто еще тебе расскажет горькую правду, Гарольд? А насчет горькой правды. Моро просила спросить тебя, как там дела с деталями? Ну, спасибо, Гарольд. Любит она такие вопросы задавать. Разве? Ладно, увидимся позже, Сай. Взяли, током шандарахнули. Гарольд, еще кое-что. Чего, Сай? Можешь передать сообщение Моро? Господи. Пожалуй, что так. Оно такое же, как ее? Нет, это совершенно по другому вопросу. Ладно, что передать? Значит так, ладно, ты победила, довольна твоя душенька. И передай ей еще процедура Шмедура, и с тобой сплошная морока. Кто-то не уверен, что это хорошая идея. Это у вас вообще что за шутки такие? Она первая начала. Были времена, когда мы оба стояли в клубе архивистов. Она обожала отменять все правила и придумывать новую процедуру архивирования. Она это называла «здоровое недоверие к окаменевшим ментальным моделям». Но из-за этого мы просто ничего не успевали сделать. То есть вы спросили об архивировании, спорили? Именно. Но это было фундаментально. Мы уважали работу друг друга, но оставалось вот это глубинное различие. И ни один из нас не был готов к компромиссам. И что же вы решили с архивами? Это уже не важно. Да ладно, тебе иногда не нужно заново изобретать колесо. Хорошо, так сообщения не будет? Просто передай ей привет. Она поймет, что я хотел сказать. Ладненько, до скорого, Сай. Так, да, у них странные переделки. Не могли они просто написать сообщение друг другу или передать письмо? Я им что, заходильчик, не заходильчик? Ну ёпта, что такое? Так. Мини-сообщение. Остальное он забыл, это у них такой тайный код, что-то происходит. Так. Встретиться с Томми. Зачем я во всем этом влез? Я же совсем не разбираюсь во всех этих отношениях. Это миссия для агента Гарольдсона. Встретиться с Томми. Опять с Томми? Ну ладно. Пошли. Пошли. Нам, видимо, обратно надо встретиться с Томми. Томми. Наверное, он в баре сидит. Все еще попивает свои коктейльчики. Да. До свидания. Так, Аркады горы. Кстати, поездки-то платные. Надеюсь, у нас хватит денег постоянно ездить здесь. Давай, пошли. Здравствуй, секретарь. Один из 4. Так, отлично, Томми здесь сидит. Нормально, только мы врезались. Что за женщина? Или это мужик? Да непонятно, без разницы. Нас не интересует. Слушай, Дима, что ты называешь про Фрэнки Фильтра? Неважно. Прости, что снова отвлекаю, но я пришел искать мисс Ван дер Варт. Она была в отделе энергодобычи. И что с того? Это ее рабочее место. Где ей еще быть? Знаю, но тут важно скорее, кто с ней был. И я подумал, что тебе стоит знать. Кто? С кем она была?
Это выглядело абсолютно в рамках рабочего процесса, ничего такого. Но это был сеньор Тенербаум. Кто? Что он делал у нее в отделе? Что он может знать об энергии? Хоть у меня волосы до этого бы никогда не дошло. Томми, я не думаю, что все так плохо. Я просто... Не понимаешь, каково это чувствовать приближение старости, Гарольд. Ну, черта... Черта с два я это оставлю. Томми, мне кажется, тебе не стоит так злиться. Мы с тобой теперь повязаны, Гарольд. Ты молодец, что рассказала об этом мне. Уверен, беспокоиться не о чем, она просто поддержала разговор. Я как проклятый работал над вывеской для магазина, думал, Бригитте понравится. Ну знаешь, что я вернул деловую хватку. Но, возможно, все это время мне надо было уделять больше внимания ей. Уверен, она знает, что ты прав. Мы изменим вывеску. Сегодня. Это будет огромный сверкающий неоновый символ моей «нет» нашей любви, знак, который она не сможет пропустить. Знак, который ослепит этого лоснящегося Казанову. Знаешь, я не уверен, что вывеска... Даже не сомневайся, Гарольд, это сработает. Я чувствую. Ты же в деле. Ты поможешь мне спасти свою любовь? Я попробую. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. За дело! За дело. И плюс Би. Ой, как это мило. Тимми плюс Бригитта. Пойду приведу себя в порядок. Может, даже и переоденусь, если на то пошло. Можешь поискать Бригитту? Могу. Моя дорогая Бригитта, мне очень жаль, что мы стали так мало времени проводить вместе. Я понимаю, как легко увлечься горой мышц с лицом ангела, которую ты называешь другом. Но я умоляю тебя дать мне еще один шанс. Прошу тебя, Бригитта, пусти меня в свое сердце снова и прими этот памятник нашей любви, знак моих чувств. Томми, ну конечно, я тебя люблю. Я бы никогда тебя не предала. Я только хотела дать тебе больше личного пространства. Я видела, как много сил ты вкладываешь в новую вывеску, и просто не могла сказать тебе, что... Не могла сказать, что... Была не была. У корабля проблемы с энергетическим балансом, и я знала, что тебе нужно много света для вывески, и просто не могла тебе об этом сказать. Так не может быть, чтобы у нас были проблемы с энергией. И это все? И ты не помогала Тенербауму наносить автозагар? И это все, никакого автозагара. Прости меня, моя маковка, я люблю тебя. И я тебя. Спасибо за помощь, Гарольд. Прими этот камень в знак благодарности. Нет, Мора не обрадуется, когда об этом узнает. О, ёпс, туда. Это что такое? Кража камня. Гарольд, слушай, по поводу камня, мне правда жаль, что камень пропал. И ты ведь знаешь, я бы с удовольствием отдала его тебе. Ничего страшного, Томми, это не твоя вина. Мне просто жаль, что так вышло. Я настолько увлекся своими делами, что... Не знаю даже, что сказать. Спасибо, Томми. Может, он еще найдется. Я рад, что вы с Бригиттой уладили все трудности. Спасибо, Гарольд. Ты отличный парень. Я буду смотреть в оба и сообщу я, если что-то узнаю. Спасибо, Томми. Так, что за фигня происходит, а? Майор. Гарольд, если я выясню, что ты как-то связан с безответственным нарушением кода 7887, я... Нет, я же первый хочу найти этот камень. Предположим, я тебе верю. У тебя есть идея, как нам найти злоумышленников? Извините, майор, я вам сообщу, если что-то придет в голову. Я на тебя рассчитываю. Этот пропавший камень — позорное пятно на системе правосудия. Я постараюсь. До свидания, майор. Так, что нам делать? Почему эта участь выпала мне? Но кто-то должен рассказать Моро, что синий камень пропал. Хорошо. Как раз все, у нас все задания к Моро. По-моему, у нас там еще было дополнительное задание в лаборатории убрать граффити. Ну, отлично.
Нам теперь в одну точку надо идти. Все. Ну, не ту, которую мы могли подумать, просто в лабораторию. Марро. Кто здесь мог спереть этот камень? Господи, тут людей можно на пальцах пересчитать. Кому сдался этот камушек? По клумбам ходи, конечно, давай. Врезайся в фонари. Мы ж так мало здесь живем. И еще построят. А энергии у них не хватает. Это что? Гарольд, у меня для тебя послание. Да, ну, спасибо, мисс Зудл. Приятно познакомиться. Итак, послание от Феликса. И он говорит, что хочет что-то тебе показать и скоро пришлет тебе секретное сообщение. Но что? Зачем? Почему он просто не мог прийти и сказать это лично? Откуда мне знать? Спроси его. Я свою работу выполнила. Пока, мистер. Спасибо. Странно. Это от того мелкого... Мелкого? Неужто он камень спер? Мне вот интересно. Мог бы он камень спереть? А если реально он? Что-то здесь происходит. Что-то здесь неладное. Добрый вечер, федоряне! Вся транспортная система только вода вскоре закроется на ночь. Доброго пути домой. Ох, Маро-Маро. Такие новости у меня для тебя. Профессор, вы не поверите. Почему меня это не удивляет? Синий камень исчез. Ты нашел его и потерял? Его украли из магазина Томми. Это очень досадно, Гарольд. Знаю. Ах да, еще у меня для вас сообщение от Сайруса. Что же он передал? Привет. Привет? И все? Ага, только это. Он сказал, вы поймете. Признаю, иногда этот хитрец хорош, упрямый, как осел. Кто такой осел? Гарольд, не начинай. Нужно придумать что-то в отместку, то есть сделать важную работу. Что будем делать? Мы? Это мне нужно подумать. Это мне нужно подумать. Мадам директор, вам стоит об этом знать. Я слушаю. Наш новый Буй, он поймал сигнал. У нас есть основание полагать, что сигнал идет с Земли. С Земли вы определили дату отправки сигнала? Да, мэм, его отправили в 2002 году, спустя 126 после того, как мы покинули Землю. К этому времени нам все должно было развиться. Давайте послушаем, что заставило их отправить нам послание. Может, это их последние слова. Надеюсь, они обошлись без сентиментальщины. Хорошо, я отправлю вам копию записи. Запусти прямо сейчас, я послушаю. У меня встреча в 12:05. Но мэм, сейчас только 10. И вон... То еще, пожалуйста. Хорошо, запускаю. Горит земля. Земля Федория. Надеемся, у вас все хорошо. Обращаемся к тем, кто нас слышит. Не знаем даже, как об этом сказать. Чарлстон, выключай! Ты в эфире! Что? Ах ты ж ёшкин. Профессор, вы слышали это странное послание? Его сложно было не услышать. Это что, первое послание Земли? По крайней мере, на моей памяти. Интересно. Что за послание могла отправить умирающая цивилизация кораблю, который никогда уже не вернется? Как думаете, что это значит? Учитывая, что только вода до сих пор его не обнародовала, это значит, что они думают, какую бы выгоду из этого извлечь. А что, если это не первое послание? Не сходи с ума, Гарольд. Какой смысл скрывать от нас послание? У них и полномочий таких нет. Хотя, если они и собирались рассказать об этом всем, теперь это выглядит подозрительно. По этому посланию может быть что угодно. Может, у них есть для нас информация касательно нашей миссии? И что бы это могло быть? И если допустить, что... Какой странный телефон. Что, телефона не видели у вас никогда? Да.
А, это вы? Да. Нет. Несомненно. Хорошо. Что? 15% и речи быть не может. Да, конечно. Увидимся. Гарольд, я хочу, чтобы ты пошел со мной. А куда? Зачем? Кто это был? Ректор только воды, разумеется, попросила меня попрыгать. А? О, зачем? Высоко? Именно, Гарольд, именно. К сожалению, она настаивает на том, чтобы мы прибыли немедленно, так что горячей Ване придется подождать. Она даже разблокировала нам проездные для срочной ночной поездки. Но почему? Что ей от нас нужно? Скоро узнаем. Пошли, не будем заставлять ее высочество ждать. Высочество? Нифига себе. Регулирование кризиса необходимо успеть до перемен в общественном настроении. Заполучить преимущество первого хода и обратить ситуацию в свою пользу. Входите, входите сейчас, как вы знаете, времени терять нельзя. Прошу прощения, где мои манеры? Не желаете ли чего-нибудь выпить? Я бы не отказался от кофе. У нас нет времени на кофе, нужно спешить. Не желаете присесть, профессор? Спасибо, постою. Сразу видно делового человека. Мне это нравится. Ну, хватит болтовни. Нужно действовать. Из-за досадного происшествия с радиосвязью мы вынуждены подвинуть расписание. Нам срочно необходима хорошая новость о процедуре запуска. Да, пожалуй, это не помешает. А для этого вам, профессор, и вот вам, нужно напрямую контролировать работу Сайруса. Мы не можем позволить себе непредвиденных задержек. Сайрус работает продуктивнее, если ему не мешать. Он, конечно, упрямец, каких поискает, но в его добросовестности я не сомневаюсь. Профессор, и моему старому сердцу будет спокойнее, если вы за ним приглядите. Или, может, ваш протеже с этим справится? Конечно, я не против поболтаться, то есть присмотреть за ним. Если вам так хочется, мадам директор. Мы проследим, чтобы Сайрус выполнил свою работу. Отрадно слышать. Спасибо вам обоим, вы оказали огромную услугу только воде и этому кораблю. О, мы готовы выйти в эфир по расписанию. Для меня большая честь объявить вам, что наша программа «Новый бой» уже принесла первые плоды. Представляю вам полную и оригинальную аудиозапись, представляющую собой первое полученное нами сообщение. Прежде чем воспроизвести сообщение, я бы хотела еще раз напомнить, что нам всем следует гордиться прогрессом, который приближает нас к новому запуску. Еще немного, и мы будем готовы к первой попытке, финальному этапу долгого пути к лучшему будущему для всех нас. Представляю вам сообщение, полученное в результате усилий корпорации «Только вода». Говорит Земля. Земля Федория. Надеемся, у вас все хорошо. Обращаемся к тем, кто нас слышит. Не знаем даже, как об этом сказать. Когда вы улетели, ситуация на Земле оставляла желать лучшего. Это было смелое решение. И, пожалуй, на тот момент единственное верное. Мы не знали, стоит ли вам об этом говорить, но решили, что, возможно, это послужит вам утехой посреди ледяных пустошей глубокого космоса. Что? Ну да, все правильно. Или точнее, в теплых объятиях новой обитаемой планеты. Так вот, мы хотели сообщить, что нам удалось привести дела в порядок. Воробьи успокоились, и проблемы, можно сказать, разрешились сами собой. Жизнь все еще далеко от идеала, бананы больше не растут, а от воды лучше держаться подальше. Но в целом мы вернулись к нормальной жизни. Земля выжила. Жаль, мы не можем отправить вам открытку. В общем, будьте здоровы, берегите себя, и, возможно, когда-нибудь мы получим от вас привет. Мы будем ждать. Вау. Вы еще здесь? Вам что, нечем заняться? Брысь! Брысь, как кошкам сказали. Ой. Слушай, давай приостановимся на этом моменте. Очень интересный, захватывающий, такой сказать, сюжет. Очень интересный, на самом деле. Так что, я думаю, мы продолжим.
Спасибо тебе большое за просмотр, за лайкосик. Не забывай оставлять комментарии, я все читаю. Пиши, как игрушечка тебе, нравится или нет. И все ссылочки, кстати, в описании канала. Не забудь про колокольчик нажать, чтобы приходили уведомления в следующих роликах и стримчиках. Все, всем пока-пока.